Изначально христиане были едины в своей вере, но в 1054 году произошел раскол, который позже назвали Великой Схизмой. О причинах этого стоит поговорить отдельно, но нам должно быть интересно другое. Благодаря церковному расколу сформировались две конфессии, которые до сих пор ежедневно влияют на людей и мировую культуру. Религия влияет незримо, и в свете ежедневной рутины мы не думаем о ней. Но понимание ее влияния конкретно для вас может существенно изменить вашу картину мира и повысить комфорт в повседневной жизни. Как и в любом деле, нужно начинать с основ, и сегодня вы поймете, в чем разница между католицизмом и православием. И узнаете об отношении католиков и христиан к власти, браку и друг другу. Наиболее заметные различия между ними в источниках веры. Обе конфессии выделяют один главный источник знаний и веры. Это священное предание. Обе церкви признают 27 книг Евангелия, признают их необходимыми, но относятся к ним по-разному. Отличие между католиками и православными проявляется в отношении к священному преданию и трактовке того, что признавать таковыми. Католики допускают расширение оригинального священного предания за счет новых религиозных текстов и постановлений. Самый известный пример – это догмат о непогрешимости Папы Римского, который они приняли в 1870 году. Также в католицизме священное предание не входит в священное писание. Православные не допускают изменений в христианских догматах. Под священным преданием православные подразумевают постановление 7 Вселенских соборов от 787 года, священное писание, каноны, богослужебные тексты, жития святых и так далее. Такая большая разница в подходе к толкованию появилась не без причины. Дело в том, что конечные решения принимаются разными законодательными органами церквей, структура власти в них отличается кардинально. Католики признают Папу Римского как верховного епископа и наместника Бога на земле. За ним католическая церковь оставляет последнее слово в вопросах веры. Совместное решение епископа вступает в силу только после его одобрения. Также католики ранее считали, что римский папа имеет право определять степень праведности действий людей и степень святости святого места и святых заступников. Православная церковь же независима, в ней нет единого центра. Она состоит из 15 самостоятельных, то есть автокефальных церквей, и каждая имеет свой собор епископов. Главой же автокефальной церкви может быть патриарх, митрополит или архиепископ. Все главы независимы и не подчиняются друг другу. Нет единого руководства. Подобное распределение власти породило несколько достаточно интересных моментов, которые серьезно повлияли на методы богословов и массовую культуру. Для начала пара слов о культуре. Католическое православное искусство отличается точно так же, как классическое искусство и абстракционизм. Столь же сильно отличаются и иконы. Перед созданием иконы мы каждый раз изучаем ее историю, чтобы конечный образ из камня соответствовал всем канонам. Но иногда сложно определить, к какой конфессии отнести конкретный образ. Например, наши каменные иконы Остобранской и Ченстаховской Богородицы считаются как католическими, так и православными. Более того, их осветил как митрополит Павел на нашей выставке в 2019 году, так и Тадеуш Контрусевич, когда наша храмовая икона стояла в Красном костеле. То есть их признают выше чины обеих конфессий. Эти иконы уникальны, и создание точной копии невозможно даже нами, что продиктовано особенностями внутренней структуры и рисунком природного камня. В отличие от других материалов, камень очень прочный, не боится влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей. Такая икона, в отличие от икон из других материалов, вполне может стать семейной реликвией, которую будут передавать из поколения в поколение. Заказать собственную уникальную икону из камня или купить готовую вы можете, написав нам на любой из контактов из описания или закрепленного комментария. Что касается разницы между католическими и православными иконами, то мы сделали отдельное видео по этой теме. Отличие в распределении власти в обоих церквях серьезно отразилось на внутреннем отношении к вероисповеданию. Так, православные часто критикуют католиков за методы католических богословов, которые излишне рациональные, юридические и схематические. Например, как и в любой системе, где верховной властью обладает только один человек, в католической церкви стали заметны попытки систематизировать некоторые церковные процессы, в том числе и прощение грехов. Все грехи стали разделять по степени тяжести, и для каждого установили свою меру наказания. Также католики стали признавать своеобразный запас заслуг перед Господом. Любой человек, совершая праведные дела, мог их накапливать. То есть, если человек согрешил, то предыдущие добрые дела могли служить поводом для прощения грехов. Собственно говоря,
Отсюда и пошли индульгенции, когда человек мог за деньги купить прощение грехов, а вместе с этим и письменное свидетельство церкви об этом. Но, как и любое хорошее начинание, практика раздачи индульгенций наткнулась на злоупотребление со стороны даже высокопоставленных членов католической церкви. Благо, в 1567 году Папа Пий V запретил предоставление индульгенций за деньги, либо другие формы пожертвований. Православные же отрицают возможность накопления запаса в виде праведных дел и тем более отвергают возможность распоряжения этим запасом. Практика индульгенций, а также исповеди и прощения грехов неразрывно связана с верой в чистилище и страшный суд. Католики верят, что христианин, который отяготился бременем легких грехов, не попадает в рай, а временно попадает в чистилище, где страдает и ожидает решения посмертной судьбы на страшном суде. Благодаря католикам чистилище, как самостоятельный объект, стало заметным явлением в массовой культуре. Для примера достаточно вспомнить божественную комедию за авторством Данте Алигьери и многочисленные творения по ее мотивам. Православие же отрицает существование чистилища и разделение грехов на легкие и тяжелые. По мнению православной церкви, судьба человека после смерти решается сразу, после мытарств, испытаний поступков в течение жизни. Но если христиане на земле будут активно и усердно молиться, то Господь услышит, и посмертная судьба человека может измениться. Окончательное решение, как и у католиков, принимает страшный суд. Одним из самых страшных грехов христианства считается измена в браке, а мнения насчет возможности расторгнуть брак в православии и католицизме различаются. По мнению католиков, брак расторгать нельзя ни при каких условиях. Но есть одно исключение. Если выяснится, что были канонические обстоятельства, которые препятствовали изначальному заключению брака, то его можно признать недействительным и расторгнуть. Православные же считают, что если была супружеская измена, то такой брак разрушен, и невиновная сторона имеет право вступить в новый брак. Помимо разных взглядов на брак, католики и православные имеют также разные взгляды друг на друга. Католики не считают православных еретиками, но считают их отколовшимися от единой Вселенской и Апостольской Церкви. При этом они признают, что самостоятельные православные церкви – это церкви истинные, которые сохраняют апостольскую преемственность и истинные таинства. В православной церкви сложилось два мнения насчет католиков. Одна половина имеет мнение, аналогичное мнению католиков о православных, в то время как вторая половина считает католиков еретиками, исказившими Никео-Константинопольский символ веры. Последнее фундаментальное различие между католиками и православными заключается в календаре. Католики используют в богослужении Григорианский календарь, который ввел Папа Григорий XIII в 1582 году. При этом православная церковь использует Юлианский календарь. Причина этого кроется в том, что православным необходимо вычислять каждый год день празднования Пасхи, и Григорианский календарь не подходит для этих целей. Проблема в том, что при использовании Григорианского календаря христианская Пасха может совпадать с иудейской, что запрещено церковными канонами. Полностью юлианский календарь сохранился в Иерусалимской, сербской, русской и грузинской православных церквях. В остальных же богослужения предпочитают проводить с Григорианским календарем, но расчет даты Пасхи и сопутствующих праздников все равно ведут по юлианской системе. Все нужные ссылки и контакты для заказа икон из камня будут в описании и закрепленном комментарии. На этом все. Всем всего.